Вы чувствуете этот запах? Это Стамбул, город, где еда на каждом шагу. Забудьте про отели, все включено. Настоящий вкус Турции здесь, на этих тележках и в маленьких лавках, мимо которых тысячи туристов проходят каждый день. Сегодня мы покажем вам Стамбул, который можно попробовать на вкус. От классики, которую обожают все, до вещей, на которые решится не каждый. Готовьте чай, будет очень вкусно. Готов? Готов. Поехали! Кстати, сегодня мы будем не просто есть. Для вашего удобства я буду вести счетчик наших расходов прямо на экране. В углу экрана вы увидите счетчик в турецких лирах и в долларах по актуальному курсу. Здесь будет сумма и за еду, и за все наши передвижения на транспорте. Посмотрим, сколько мы в итоге нагуляем и наедим к концу этого ролика, не переключайтесь. Так как мы живем в спальном районе довольно далеко от центра, наше гастропутешествие начинается с поездки на Мармарай. Для тех, кто не знает, это уникальная ветка наземно-подземного метро, которая проходит прямо под Босфором и соединяет европейскую и азиатскую части Стамбула. Это самый быстрый способ пересечь город. Не забываем про оплату. В Стамбуле все работает через Istanbul-карту. Тут есть важный нюанс. Когда вы прикладываете карту на входе, у вас списывается максимальная стоимость поездки за весь маршрут. Это около 75 лир. Но действует система возврата. На выходе нужно обязательно приложить карту к специальному терминалу, который вернет деньги за непроеханные остановки. Многие об этом не знают и переплачивают почти в 2 раза. На свой поезд мы чуть не опоздали, запрыгиваем в вагон и едем 12 остановок всего лишь за полчаса. В итоге наша поездка обошлась всего в 43 лиры на человека, это примерно $1, то есть $2 на двоих. Теперь и вы знаете, как не переплачивать. Мы вышли на станции Сиркеджи. Это самый центр и настоящий исторический узел Стамбула. Именно отсюда удобнее всего пересесть на трамвай, который за считанные минуты довезет вас до площади Султан Ахмед со знаменитыми Айя Софией и Голубой мечетью, или на Гранд-базар. Но наша первая цель на сегодня – необычная еда, которую мы найдем на египетском рынке. По пути мы заглянем в переулки Сиркеджи, чтобы сориентировать вас по ценам. Посмотрите, порция турецких котлет кёфте обойдется в $11, а кебаб в 12. Если хочется чего-то полегче, на каждом шагу есть фруктовые лавки. Стакан свежего фруктового салата стоит почти $3,5. А еще здесь при вас выжмут сок из любых фруктов, каких только пожелаете. И, конечно, Сиркеджи – это рай для сладкоежек. Тут находится знаменитая Коска, где сейчас отличная акция. 4 подарочные коробки лукума можно взять за $13-15. А прямо рядом легендарный магазин Хафиз Мустафа. Это место с историей. Здесь пахлава всегда самая вкусная и самая свежая. А вид у нее такой, что уйти без покупки просто невозможно. Ну сами посмотрите. Еще одна знаменитая лавочка с турецкими сладостями Сафа порадует вас знаменитой локмой в медовом сиропе, который вы можете съесть прямо на ходу и всего лишь за 50 лир, это чуть больше $1. Это такие мини-пончики. Помните, мы пробовали их в одном из прошлых выпусков? Это идеальный сладкий перекус для долгой прогулки. Мы уже подходим к египетскому рынку, и первое, что бросается в глаза, это величественная новая мечеть, и это ее настоящее название. Жаль, что вы не чувствуете этот терпкий дымный аромат, это пахнут жареные каштаны. Продавцы на своих красных тележках здесь повсюду. Стоят они сейчас 100 лир за 100 грамм, это где-то $2. Но их мы с вами попробуем чуть позже. Кстати, небольшой лайфхак. Если вы хотите прикоснуться к истории, зайти внутрь мечети на экскурсию можно совершенно бесплатно. Главное делать это вне часов молитвы и соблюдать дресс-код. Закрытые плечи, колени, а для женщин еще и платок.
А прямо у входа вы увидите вот такие фонтанчики. Они предназначены для омовения верующих перед молитвой. А это самое живое место здесь, площадь перед рынком. Здесь есть особое развлечение, которое обожают и дети, и взрослые – кормить голубей. Их здесь сотни. Прямо на площади стоят продавцы со специальными деревянными лотками, где можно купить стаканчик корма. Это старая стамбульская традиция. Считается, что покормить птицу в мечети – это доброе дело, приносящее удачу. Атмосфера здесь просто невероятная. Главное успеть прикрыть свою еду, если голуби решат взлететь все вместе. Добро пожаловать в ароматное сердце города – египетский рынок. Ему почти 400 лет. Когда-то он был конечной точкой шелкового пути, где торговали специями из самой Индии. А сегодня это настоящий гастрономический лабиринт. Глаза разбегаются от пирамид лукума, цены здесь на любой кошелек. Более простые виды стоят около $13 за килограмм, а за премиальные сорта с отборной фисташкой или в розовых лепестках просят от $33. Но мы здесь не за лукумом. У нас есть секретная цель. Около года назад мой муж, а он у меня тот еще гурман и знает Стамбул как свои 5 пальцев, нашел здесь одну уникальную точку. Он уверяет, что там продают нечто особенное, чего не встретишь на главных витринах. А вот и та самая цель, ради которой мы пробирались сквозь всю эту толпу. Лавка Джан Куртаран Гыда. Это место – настоящая легенда египетского рынка, работающая здесь с 1946 года. Если обычные туристы покупают лукум на главных витринах, то знатоки и гурманы стамбульские приходят именно сюда за лучшими сырами, оливками и, конечно же, мясными деликатесами. Сегодня мы пришли за пастырмой. Если вы ее еще не пробовали, то это король турецких закусок. Пастырма – это вяленая говяжья вырезка, которую сначала засаливают, а затем прессуют и обваливают в густой ароматной пасте из специй. В ее состав входят и чеснок, и острый перец, и они придают мясу тот самый неповторимый и яркий вкус. Их пастырма считается одной из лучших в городе, так как они закупают мясо только у проверенных фермеров и соблюдают традиционную технологию вяления на воздухе. Мой муж сразу идет к прилавку. Здесь важно, чтобы пастырму нарезали правильно, почти прозрачными, тоненькими ломтиками. И это целое искусство. Но сейчас вместо людей это может сделать уже вот такая вот машинка. Запах здесь стоит такой, что устоять просто невозможно. Вы точно не пройдете мимо этой лавочки. Сейчас мы узнаем, сколько стоит этот деликатес и оправдает ли он свою репутацию. Сейчас мы будем пробовать вот такое вот вяленое мясо пастырма. Мы заплатили за 110 грамм 430 лир. Это мясо абсолютно сырое, оно делается в специях. И еще какой-то сыр. Вкусно. Старый сыр, но я такой не люблю. Evet, pastırmamız. Вот так она выглядит. Вкусно. Сколько баллов даешь? Kaç puan veriyorsun? 10 üzerinden 8,5. Kırdın kırdın. Kırdım. 10 üzerinden 10 verilmez hiçbir şey. Муж дал 8 баллов, 8,5. Только потому, что ему очень сложно угодить. На самом деле это очень вкусно. Здесь самая вкусная пастырма. Ну что, пастырма была просто огненная, но долго стоять на одном месте нельзя, ведь египетский базар так и манит нас дальше своими ароматами. Посмотрите на эти горы специй. Здесь ярко-красный перец и насыщенный турецкий шафран, и бесконечные ряды авторских чаев от султан-чая до лепестков дикой розы. Мы уже потихоньку начинаем чувствовать настоящий голод, и на обед у нас запланировано кое-что особенное. Муж мне пообещал отвезти в одно место, которое мне очень нравится. Это будет не просто еда, а настоящий символ Стамбула, приготовленный по особому рецепту, свежайшая с дымком, завернутая в хрустящую корочку. Но пока не буду раскрывать все карты, скоро сами все увидите. Правда, зная нас, дойти до обеда и ничего не перехватить по дороге – это задача почти невыполнимая. Стамбул просто не дает шанса остаться голодным.
Шафран 400 тысяч лир за килограмм. Я подпишу в долларах, сколько это. 1 грамм стоит 400 лир. Офигеть цена. Я не знаю даже, это кто-то покупает или нет. Мы выходим из прохладных сводов базара на шумную улицу, и здесь нас сразу встречает аромат салепа. Это традиционный турецкий зимний напиток, который готовят из муки корней орхидеи. Он густой, согревающий и посыпается ароматной корицей. Стаканчик такого удовольствия стоит 150 лир. Но есть запах, который в этом районе перебивает все остальные, и мы идем на него как по навигатору. И прямо за стенами египетского рынка находится легендарный магазинчик кофе Мехмед Эфенди. Это самый знаменитый турецкий кофе, который обжаривают и перемалывают прямо здесь с 1871 года. Очередь здесь всегда, но двигается она довольно быстро. 100 грамм свежемолотого кофе обойдутся вам в 100 лир. Это чуть больше, чем $1,5. Идеальный сувенир, который пахнет самим Стамбулом. Ну а мы снова ныряем в торговые ряды. Уйти отсюда с пустыми руками просто невозможно. Горы оливок, яркие специи, сыры, турецкие сладости. Но мой взгляд сегодня зацепился за вот эти вот коробочки. Это необычное лакомство, это лукум внутри печенья. Всего лишь 100 лир за упаковку. Выглядит очень заманчиво, так что берем и давайте сейчас прямо здесь с вами попробуем. Так, буду пробовать лукум в печеньке. Я вам в своих видео очень много раз рассказывала, что я вижу часто его в продаже, но никогда не пробовала. Мягкий лукум в печенье. Слушайте, это очень вкусно. Я даже подумать не могла. Ну, даю 9 из 10 однозначно. Прям советую попробовать. Всего лишь 100 лир стоит такая упаковка. Есть 350 грамм здесь. Да, раньше у нас было такое печенье. Оно снова стало популярным. Сделали их такими маленькими на один укус. Мы ели их много лет назад, и вот они снова стали знаменитыми. Мы спустились к набережной Эми-Нюню. Здесь Стамбул ощущается на все 100. Воздух пропитан запахом моря и жареной рыбы. Именно здесь покачиваются на волнах те самые золоченые лодочки, где готовят знаменитый балык экмек, это рыба в хлебе. Очереди здесь бесконечные, но это настоящая классика города. Чтобы добраться до нашего места обеда, нам нужно перейти на другую сторону залива Золотой Рог. Сначала мы решили пройти под Галатским мостом. Это отдельный мир. Здесь десятки рыбных ресторанчиков зазывают гостей. А прямо над головами посетителей забавно свисают лески с удочками, а иногда и с рыбкой. А теперь поднимемся наверх, на сам мост. Это, пожалуй, самое медитативное место в центре города. Десятки, а то и сотни рыбаков стоят здесь от рассвета до заката каждый день. Посмотрите, какой у них улов. И, кстати, разрушаем стереотипы. Среди суровых турецких рыбаков мы встретили даже женщину с удочкой. В Стамбуле это большая редкость. Рыба в хлебе одинаковая по ценам во всех этих кафешках. Единственное, конечно, отличаются напитки и все остальное. Невеста. Классные фотки должны получиться. Желаю счастья молодым на долгие-долгие годы. Видите, как красиво. Если перейти мост, то прямо здесь у подножья находится знаменитый рыбный рынок. Это место, где можно не только купить самую свежую рыбу, которую только что достали из сетей, но и попросить приготовить ее прямо при вас в маленьких уличных лавках.
А мы наконец-то добрались. Наша секретная точка – это ресторанчик с прекрасным названием «Одесса». Он находится прямо на берегу и, честно говоря, это одно из самых атмосферных мест в Каракёе. Здесь нет пафоса, зато есть свежайшая рыба и тот самый вид, ради которого люди готовы стоять в очередях. Сейчас здесь настоящий аншлаг, весь первый этаж занят, но мы очень надеемся, что нам повезет и найдется свободный столик с шикарным видом где-нибудь на 2 или 3 этаже. Только представьте, шум залива, крики чаек, вид на старый город и аромат рыбы на гриле. Если нам удастся сесть за столик с видом на Босфор, это будет идеально. Посмотрите, в каком красивом месте нас посадили. Прям вообще обалдеть можно. У нас тут даже вип-зал, можно сказать. Никого нет. Это 3 этаж. 2 этаж занят под нами. И на 1 мы просто не захотели сидеть. Хотели с таким видом. Классно. Сейчас я вам покажу меню немножко. Так, ну это блюда, которые не связаны с рыбой, но мы хотим рыбку все-таки поесть. А вот и рыбные блюда. Вот смотрите, dürüm dedim ya 250, sen 300 dedin. Orada öyleydi. Мы сейчас закажем вот такую вот рыбу в лаваше. Это вариация рыбы в хлебе, но только в лаваше. Чуть-чуть она вкуснее. Креветки вот 750 лир. Вот такие цены, видите. Смотрите, вот так выглядит рыбка. Evet, İtalyan uskumu. Скумбрия, там соус, зелень и в лаваше завернуто. В хлебе то же самое, просто будет у вас половинка хлеба. Но нам так больше нравится. Легче кушать, чем в хлебе. Более легкое блюдо. Что будем пробовать? Рыбку в хлебе. Balık ekmek. Balık dürüm. Вкусно? Сколько баллов? Качка. 9. 9 из 10 дает. Я буду пробовать свою. Скажем так, друзья, балык-дюрем сейчас стоит в районе 250-350 лир. Цена меняется в зависимости от заведения. Мы сейчас находимся в Каракёе, прямо перед пристанью. Вон там видна пристань Каракёй. Мы сейчас повернем камеру и покажем. Прямо напротив район Эминьону. Там находятся те самые знаменитые лодки, где продают рыбу в хлебе. Но вместо того, чтобы есть там, я советую вам прийти в подобный ресторан и поесть здесь. Цена почти такая же, но условия гораздо комфортнее. Просто вкуснятина. Лаваш такой хрустящий. Сплошное удовольствие. А еще в лаваше делают очень вкусный соус. И получается так, что когда вы берете в хлебе рыбу, то она более сухая. Потому что там нет такого соуса. А в лаваше рыба в соусе плюс лаваш сам более легкий, хрустящий. Поэтому я советую брать именно такой вариант этого блюда. Его не так давно прям стали делать, несколько лет назад. Раньше такого вообще не было. Но мне кажется, сейчас это даже более популярно, чем в хлебе. Вы только посмотрите, какой красавец стоит. Это один из самых необычных и роскошных ресторанов на воде в Стамбуле. Он курсирует по Босфору, предлагая гостям изысканные завтраки и ужины с панорамным видом. Полноценный турецкий завтрак здесь обойдется примерно в 1300 лир с человека, это около $29. Не самый бюджетный, конечно, вариант для Стамбула, но за такую атмосферу с живой музыкой и уникальными видами вполне оправдано. Весь счет у нас получился на 1200 лир. Balık dürümleri Рыба 250. по 250 и пиво по 350. Можно бесконечно наблюдать за тем, как маленькие кораблики бороздят Золотой Рог, а на противоположном берегу возвышаются минареты и мечети. Ради одной этой панорамы уже стоило сюда прийти. Кстати, прямо под нашими окнами стоит та самая знаменитая тележка Каракёй Кестенеджи. Если вы сидите в соцсетях, то наверняка видели этого красавчика-кукурузника, который стал звездой Инстаграма. Но, кажется, сегодня его нет на месте, работает кто-то другой, не такой популярный. Наверное, звезда выходит на смену только вечером, когда зажигаются огни и выстраивается очередь из фанаток. Мы уже выходим на улицу и сразу попадаем в густое облако аппетитного дыма. Прямо у выхода из кафе стоят торговцы с переносными мангалами. Это самый настоящий дикий стритфуд. Рыбу жарят на углях прямо при вас.
и тут же закручивают в лаваш. А буквально в 2 шагах корзины со свежайшими семитами. Хрустящий турецкий бублик сейчас стоит 25 лир. Это примерно $0,5. Идеальный вариант, если хочется перекусить быстро и бюджетно, наслаждаясь морским бризом. После вкусного обеда мы решили подняться к знаменитой улице Истикляль, но пешком идти в гору довольно утомительно, поэтому мы сделаем это не пешком, а на фуникулере, который называется туннель. Это не просто транспорт, а вторая старейшая линия метро в мире после лондонской. Она работает с 1875 года. Станция внутри похожа на маленький музей, стены украшены картинами, рассказывающими историю этого района. А еще есть здесь очень миленькая такая детализированная миниатюра самой улицы Истикляль. Можно рассмотреть каждый домик и тот самый красный трамвайчик в миниатюре еще до того, как вы увидите это все вживую. Даже Галатская башня тут есть. Об этом месте знают мало туристов, но теперь знаете вы, и побывать тут я вам очень советую. Сам процесс поездки здесь тоже очень необычный. Когда вагончик подъезжает, двери не открываются сразу. Сначала люди выходят с противоположной стороны, затем водитель спокойно переходит через весь вагон в другую часть, и только после этого открываются двери для нас. Проезд, конечно же, мы оплатили Стамбул картой. Поездка стоит 42 лиры, это чуть меньше $1. Здесь всего одна остановка, пара минут, и мы уже на самом верху. Вот мы и на улице Истикляль. Это, пожалуй, самая живая и самая шумная улица Стамбула. Главный герой здесь, конечно же, легендарный красный ретро-трамвай. С ним фотографируются буквально все, но мой муж решил пойти дальше. Запрыгнул на подножку прямо на ходу, как это обычно делают местные дети. Выглядит это, конечно, весело, но повторять я это не советую. Посмотрите, какая здесь толпа. Кажется, что в этом месте собрались просто все туристы города. Чтобы немного передохнуть от суеты, мы заглянули во дворик собора Святого Антония. Это крупнейший католический храм города, и здесь всегда царит удивительное спокойствие, хотя за забором всегда кипит жизнь. А вот еще один обязательный аттракцион в Стамбуле – это турецкие мороженщики. Эти ребята превращают покупку мороженого в настоящее шоу. Только посмотрите, как мастерски он разыгрывает туристов. Уйти отсюда без улыбки, даже просто смотря на это, просто невозможно. Ну а нам пора возвращаться в меню, ведь в начале видео я пообещала вам попробовать еще одну особенную вкусняшку. Мы уже порядком устали, поэтому решили не идти пешком. Садимся на фуникулер, и так как это уже вторая поездка за короткое время, то сработала скидка по карте, и проезд обошелся где-то в 70 центов. Затем пересели на трамвай, чтобы проехать всего одну остановку через мост. Это стоило еще $0,5. Добавляем все это в наши общие траты, а в конце мы подведем итог. Мы снова в меню в самом сердце морского движения Стамбула. Именно отсюда отходят знаменитые туры по Босфору. Если вы ищете способ увидеть город с воды и при этом не разориться, то ловите лайфхак. Вот самый бюджетный вариант тура. Стоит он всего 250 лир на человека. Это чуть меньше, чем $6. Мы сами часто на нем катаемся, когда хочется просто полюбоваться видами. Но сегодня мы вернулись сюда не за прогулкой на кораблике, а за тем самым ароматом, который преследовал нас все это видео. Пора попробовать стамбульскую классику. Жареные каштаны прямо с углей – это обязательный стрит-фуд. Вот с таких красных тележек их продают по 100 лир за 100 грамм. А если каштаны для вас это что-то такое деликатесное, то для тех, кто проголодался по-настоящему, тут же жарят и золотистую кукурузу. И стоит она всего лишь 70 лир. Это где-то $1,5. Ну что, пробуем ради вас каштаны. Мы там с мужем уже знаем, какие они на вкус. Я их очень люблю. Знаете, они похожи на что-то между картошкой, какая-то сладкая картошка такая запеченная. Beğendin mi? Вкусно? Вкусно. Puanları ver bakalım. Puan 10 üzerinden 8. 8 дает.
Он-то на hiçbirini vermedi. 10 veremedim 10 ya. от него не дождешься. Onun için Как mükemmel вкусно. olması lazım. Говорит, для 10 прям должно быть что-то такое грандиозное. Ну, не обращайте внимания. Вот он меня кормит. Я каштаны обожаю. Hareket, 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 hareket. что- Bastırı kalkıyor, hızlı olalım. Hareket, starttan Wolfsburg. Так что будете в Стамбуле, обязательно их попробуйте. Может не понравится с первого раза, но со второго точно полюбите. Вы только посмотрите на эту красоту. Кстати, каштаны горячие, поэтому почистить их и не обжечься – это отдельный вид искусства, это надо уметь. Хороший каштан должен быть именно вот таким, легко отходить от скорлупы, быть мягким внутри и обладать этим невероятным дымным ароматом. Ну что, мы снова там, откуда начиналась наша прогулка на станции Сиркeci. И вот вам финальный секрет, это для тех, кто досмотрел до конца. За тем самым легендарным кофе Мехмет Эфенди совсем не обязательно стоять в очереди на египетском рынке. Здесь прямо у вокзала есть их фирменная лавочка. Запах кофе вы узнаете из 1000, а время сэкономите уж точно. Нам осталось только доехать до дома, это еще по $1 с человека за дорогу. Самое время посчитать, сколько же мы сегодня потратили. Итак, за сегодня мы успели попробовать королевскую пастрыму и необычный лукум, пообедать рыбой с шикарным видом на Стамбул, погулять на египетском рынке и на улице Истекляль и, конечно же, полакомиться горячими каштанами. Итого, насыщенный день в Стамбуле на двоих нам обошелся в $49. Как вы считаете, это много или мало для такого маршрута? Пишите в комментариях, какая ваша любимая уличная еда в Турции. Спасибо, что провели этот день с нами. Не забывайте ставить лайки, подписываться, делитесь этим видео с друзьями. Впереди еще много вкусного Стамбула и Турции. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока!